Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на еще одном видео по обзору видео STED с целью изучения слов. Сегодня мы рассмотрим еще одно интересное видео, которое изменит ваше мнение по поводу стресса. Это особенно актуально для тех из вас, кто решил сдать экзамен или за короткий срок подготовиться к интервью, сильно повысить свой уровень английского языка и добиться чего-то достойного в жизни, так как вы по-любому будете проходить через стресс. И вообще нас учат избегать стресса, что жизнь должна быть без стресса, что мы должны все запустить автоворонки, автоматизировать все процессы в бизнесе, все отдать на аутсорс, уехать на Бали и там отдыхать. Сегодняшнее видео расскажет вам не как бороться со стрессом, а как делать так, чтобы стресс был вашим другом. Очень вам рекомендую, все основано на медицинских исследованиях и просто меняет сознание. Лично мне всегда нравилось быть в стрессе. Я переживала от идеи того, что, наверное, это меня убивает, и, наверное, это вообще не по-женски, и что я развиваю в себе мужские качества. На самом деле, оказывается, все зависит от отношения к стрессу, и что вы можете быть долгожителем, несмотря на то, что у вас стрессовая работа, или вы амбициозный человек, который постоянно чего-то достигает. Так вот, сегодня мы с вами рассмотрим слова из этого видео, для того, чтобы вы могли самостоятельно его посмотреть, прогрузиться в эти идеи, лучше их понять и также пообсуждать с такими же, как вы, в комментариях под видео или же в чате в Telegram, который я уже подумываю на основе ваших отзывов создать. Так вот, видео называется «How to make stress your friend», автор Келли McGonigal, но ссылка на него будет в описании видео, так что можете не искать, просто переходить по ссылке. Самое первое слово, которое мы рассмотрим, это confession. На самом деле у него много значений, и оно из такого негативного значения здесь уже переходит в такой более иносказательный, да, переносный и даже немножко юмористический смысл, который также в словаре, кстати, учитывается. Нам подходит, наверное, первый вариант значений, но вот его переносном значении. Значит, первое – это a formal statement admitting that one is guilty of a crime. То есть это когда я честно прихожу и сознаюсь в чем-то. Да? Дословно перевод как раз будет признание некое. An admission or acknowledgement that one has done something that one is ashamed or embarrassed about. То есть это именно что-то нехорошее, сделанное вами, где вы признаетесь, что вот да, я вот там, не знаю, что-то разбил, сломал, украл, там, не знаю, испортил и готов как бы возместить ущерб. То есть confession не происходит без того, чтобы вы сознались, как бы чувствовали раскаяние и были готовы возместить ущерб. Например, she confessed that she wasn't really loyal to her husband only after 10 years of marriage. The confession of the accountant allowed the court to admit the owner of the business guilty in committing financial fraud. Often our confessions are really important to other people as it can recover their image in the public once everybody finally finds out the truth. Окей. Второе значение – это a statement of setting out essential religious doctrine. То есть это когда, как у нас по-русски говорится, конфессия, да, то есть когда религиозные какие-то идеи объединяются уже в такую общую мысль, что ли, как христианство или иудаизм или еще что-то. Ну, тут все понятно, да. They are of religious confession. I haven't chosen confession for my child yet because I want her to be able to make her own choice. Что-то такое. Также это может быть a statement of one's principles, да, или a religious body or a church sharing a confession of faith. То есть все в ту же сторону, да. I want to share my confession with you. То есть я хочу своей конфессией поделиться с вами, не имея в виду признаний. У нее же это больше как в юмористичном. Это intimate revelations about a person's private life or occupation, especially as presented in a sensationalized form in a book, newspaper or movie. То есть когда у нас говорят там confession of a housewife, то есть какие-то признания домохозяйки, или то есть речь идет о какой-то интимной жизни. Например, recently there was a funny movie which was called Confession of a Lawyer. Or often people make confessions which they better shouldn't do. То есть часто люди рассказывают детали своей интимной жизни,
о которых нет смысла рассказывать, и вообще никому это не интересно. И вот она здесь вначале тоже с юморцой немножко говорит, но также и хочет признаться, что она всю жизнь говорит людям, что стресс это вредно, и тем самым делала некий вред здоровью человеческому, потому что именно осознание того, что стресс вреден для тебя, и является пагубным для тебя, а не сам стресс. Соответственно, далее вот вы в видео об этом узнаете. Следующее слово это estimate. Это может быть существительным, может быть глаголом. Здесь скажем, что, допустим, это глагол. Roughly calculate or judge the value, number, quantity or extent of something. То есть это roughly judge. То есть это предположить, примерно определить что-то. Хорошо, я могу сказать, we estimated the profit of the company as $2 billion. My estimate of the annual revenue was underestimated because we actually made more money. То есть у нас может быть еще такое слово overestimate и underestimate. Overestimate это значит, что видеть слишком большим, underestimate видеть слишком маленьким. Например, her importance in art was often overestimated by her peers because she wasn't that of a great of an artist, к примеру. Дальше мы посмотрим на слово demoralized, очень интересное. Having lost confidence or hope. Disheartened. То есть человек, который как бы у него забрали его мораль, у него забрали его силу духа, и вот этого demoralized, как похожее слово у нас есть demobilized, да, демобилизированные войска, то есть их распустили, а здесь деморализированные, то есть у человека забрали вот этот моральный стержень, эту силу духа, как бы, и он стал уже таким поникшим, вот, демотивированным. Соответственно, предложение. Unjustified punishment can often demoralize people. When my students say negative things about their abilities, I prohibit them to do that because I understand that this demoralizes them. I try not to speak my opinion about some matters if it's negative, not to demoralize other people unless it is necessary. Следующий. Unbeknown, там есть некая опечатка в транскрипте, когда будете смотреть на самом видео, там еще st в конце к этому приделано, я не знаю, что это, то есть слово заканчивается на букве n, да? Unbeknown. Without the knowledge of someone. Я специально сюда это вставила, хотя слово не сложное, но так как там опечатка, вы можете просто быть в таком пазле, да, что это за слово, почему я его не понимаю. Ну, вот так там кто-то клацнул случайно еще 2 буквы к этому слову. То есть это просто без знания чего-то. И обычно это someone, то есть unbeknown to herself, she managed to learn French by living in Paris for 3 months. Unbeknown to her husband, she followed him to work. Unbeknown to his friends, he learned to make video games. То есть без какого-либо знания или уведомления кого-либо другого или самого себя. Следующее слово это harass. Часто мы слышим еще существительное harassment, производное от этого глагола. Это значит to subject to aggressive pressure or intimidation. Здесь subject это как глагол используется, да, то есть делать другого человека объектом своих нападок, какого-то давления или унижения. Это часто вот в американских школах, если вы смотрели какие-нибудь фильмы, да, и в русских тоже, когда тебя просто, ну, как бы чморят, да, то есть вот такое дословное значение по-русски, это именно это. То есть человека унижать, по-всякому ему говорить гадости. Это не физический контакт, ни в коем случае это не значит, что его там будут бить, толкать или еще что-то. Это именно устное унижение. И также здесь есть пояснение. Make repeated small-scale attacks on an enemy. То есть нападать, но понемножку, типа из-под тишка, а-ля такая холодная война. So, often kids harass each other in school just because they need the validation of their skills, which they don't get from teachers. Often teachers harass students because their goal is not to teach, but to make themselves feel clever. Harassment in family should not be allowed by any member of the family. Okay? Следующее – это anxiety.
так как у нас такое видео про стресс, да, тут есть такие негативные слова, как harass и anxiety. Anxiety is a feeling of worry, nervousness or unease, typically about an imminent event or something with an uncertain outcome. Две разные вещи. То есть первое это либо imminent event, то есть что-то, что над тобой как бы надвисает, и тебе никаким образом не избежать этого чего-то негативного, да, и ты по поводу этого испытываешь такой стресс, и это больше страх. Именно worry, nervousness, unease, то есть ты вот как-то стрессуешь. Там есть даже второе определение, но оно больше к психиатрии относится, а я вам специальные определения, то есть которые к какой-то науке относятся, не учитываю. То есть беру только те, которые в обычной речи используются, иначе мы тут будем по 10 определений прояснять. Соответственно, если там биология, химия, технический, финансовый, я это все исключаю из определения. Если вам интересно, когда вы смотрите в словаре, допустим, ваша индустрия это финансы, вы можете посмотреть. Сегодня у нас будет такое слово, я вам намекну, да, что у него есть еще финансовый смысл, если вы хотите это для себя прояснить. Так вот, anxiety, да, в психиатрии это панический атак. Бывает атака, да? То же самое здесь. Anxiety attack – это когда человека уже колбасит, трясет он от того, что он так перестрессовал, то есть ему уже прописывают таблетки и так далее. А в обычной жизни это просто ощущение стресса в предвкушении чего-то неприятного. Или, как у нас здесь написано, something with an uncertain outcome, то есть что-то с непонятным выходом. То есть может получиться хорошо, может быть не очень. Например, у меня какая-то сделка очень большая, важная для меня. Я не знаю, заключим ее или нет. Например, человек болеет или он там в коме лежит, и мы не знаем, он выйдет из комы или нет. Что-то очень важное, но такое пока что непонятное. Примеры. I often feel anxiety when I start a new project because I don't know how my students will react. Some people feel anxiety before speaking in public. Kids often feel anxiety when they are asked to perform in public or when their parents put them on the chair and ask them to sing a song for their guests. Okay? Следующий. Response. Вроде как простое слово, но у него есть несколько значений. Давайте посмотрим. A verbal or written answer. То есть это просто ответ кому-то. I wrote a response 2 days ago, but they didn't receive it for some reason. She responded to me by a beautiful card. Okay? То есть какой-то ответ. Дальше. Written a verbal answer to a question in a test, questionnaire, survey и так далее. То есть когда мы даем ответ в ответ на какой-то вопрос или какое-то желание, или когда нам дают несколько опций, мы каким-то образом выбираем. Да? То есть это какое-то ответное действие. So, her response to this test was incorrect, therefore she didn't get the high mark that she wanted. The respondents in our survey were quite positive about the future impacts of this president's campaign. То есть respondents — это респондент, это тот, кто отвечает, а responses — это будут ответы, множественное число. И a reaction to something — это просто ответ на что-то, это то, как вот это используется конкретно в этом тексте. То есть просто реакция на что-то. Это может быть реакция тела, эмоциональная реакция, все что угодно. So, the response of our body to stress can be different depending on how we think about stress. The emotional response to harassment is often anxiety. Окей? Пытаюсь использовать все слова, которые мы сегодня учим. Следующее. Intervene. Классное слово, часто используется вообще в бизнесе, в политике, в экономике, много где. Come between so as to prevent or alter a result or course of events. То есть воткнуться, помешать чему-то произойти или сделать так, чтобы произошло что-то другое. Как у нас есть слово альтерация, да, когда нам, например, там, перешивают что-то. Здесь вот от слова этого тоже alter, то есть изменять течение событий, направлять в какую-то другую сторону. Вот это intervene, то есть ощущение, что ты воткнулся и еще и поменял ход событий. Не просто суешь свой нос в смысле любопытства, да, а что именно влияешь на ход событий. So, I would like to intervene into this conversation because I see that you guys are starting to argue. When I'm studying, I try to close the door so nobody intervenes.
It is important to have discussions without intervention, because everybody has a right to speak their mind. Здесь я уже сделала существительное intervention, то есть влезание во что-то. Я специально взяла intervene как глагол, потому что в словаре слово intervention, которое у нас используется в самом тексте, определяется через intervening. То есть вам все равно будет непонятно, что это однокоренное слово. Поэтому мы проясняем сначала глагол. Дальше это interrupt verbally, это просто, да, когда кто-то говорит, влезать и обрывать его. Соответственно, when I was telling everyone my story, she intervened with her remarks, which really annoyed me. A person who often intervenes is usually not very liked by everybody. И последнее. Occur in the time between events. То есть часто это как прилагательное депричастие используется, да, intervening. The intervening conversations were quite interesting, even though those were not the main speakers. The intervening entertainment was quite useful because people needed something to be distracted. Окей, последнее, даже нет, почти последнее, здесь одно из слова decade, даже нечего смотреть в словаре, я просто хочу пояснить, что это 10 лет, а не 10 дней, как мы это используем. Следующее, demonize. Понятно, что слово demon to portray as wicked and threatening. Но очень прикольно. На самом деле часто используется в обыденном обращении, несмотря на то, что это какое-то демоническое. Но речь идет о том, что ты человека или там что-то делаешь, или даешь ему некие качества негативные. То есть специально наделяешь его негативными качествами, пытаешься его сделать каким-то более страшным или неприятным, чем оно есть на самом деле. Часто говорят просто stop demonizing me. То есть перестань меня демонизировать, перестань говорить, что я типа плохой. People often demonize the president simply because he is the one in charge and they need somebody to take responsibility for all the negative things. It's easy to demonize the CEO simply because he offered to cut the salary, but you really need to understand why he decided to take such a change. Окей. Следующее, redeem. Очень интересное слово. В данном случае используется тоже в переносном значении, но первое это to compensate for the faults or bad aspects of something. То есть просто пытаемся за что-то плохое каким-то образом. Это всегда как бы дать обратно, как reply, response, то же самое redeem, то есть отдать обратно и как бы скомпенсировать что-то, что было сделано нехорошо. The company tried to redeem my negative experience by offering me a free flight. I tried to redeem the negative experience of my clients by giving them some free classes. You will never redeem this bad behavior unless you apologize. Okay? То есть каким-то образом пытаться сгладить, да, негативные аспекты. Здесь есть redeem oneself, это то, как она говорит, да, redeem myself. Имеется в виду, что do something that compensates for poor past performance or behavior. То есть не за что-то другое негативное, чужое, а именно за свое. I tried to redeem myself by apologizing. I tried to redeem myself by providing better service the next time. I tried to redeem myself by showing additional evidence of my righteous behavior. Alright? И последнее, gain or regain possession of something in exchange for payment. То есть, когда мы что-то потеряли или где-то там оставили, и нам это вернули, но только взамен за какое-то вознаграждение. You can redeem your wallet by meeting with this person and offering him a cup of tea. I would like to redeem this coupon by paying $15. И последнее это fulfill or carry out a pledge or a promise обычно, да, то есть типа мы что-то обещали, и мы должны это, как бы сказать, возместить тем, что мы это выполнили. The bank
redeemed its promise by paying 12% interest to me. Кстати, у слова redeem есть финансовые значения, поэтому, если интересно, посмотрите. Это когда вы инвестируете во что-то, доходит дата, когда это нужно выплатить, там, допустим, date of maturity, это называется по-английски, и вы получаете свои дивиденды, проценты, сумму там какую-то и так далее. Посмотрите, как правильно использовать, если вам интересен финансовый язык. Следующее, nudge. Nudge очень прикольно, это изначально пошло именно как такое действие, когда мы вот так вот локтем кого-то подталкиваем, типа, ну иди, давай, как бы мы хотим его подтолкнуть, что типа, ну давай, у тебя все получится, и мы вот так вот потихонечку. То есть здесь именно такое положительное значение имеется в виду, что мы человека к чему-то хорошему подталкиваем. То есть touch or push something gently or gradually, или someone. I nudged him towards his dream because I knew he would be happier. То же самое, да, coax or gently encourage, туда же. I nudged her to call him because I knew that she likes him. I nudge many of my students to set higher goals. I often nudge my daughter to perform in public because I know she appreciates the result. И последнее слово на сегодня – это profound. Очень классное слово, мне очень нравится, особенно если вы пишете эссе, вы часто говорите вещи типа important, great, nice. Вот profound – это классный синоним, которым можно заменить все эти обыденные слова. Первое – это overstate quality or emotion. It means very great or intense. So, I had a profound experience last Friday at the theater. I couldn't catch my breath because the music was so beautiful. We had a profound conversation about the responsibilities of each employee and finally came to understanding. The profound emotions which we experienced during our trip into the mountains are so great and crucial for us that we'll never forget them. Еще одно значение – это of a person or statement having or showing great knowledge or insight. То есть это именно глубокий такой, ну, вдумчивый, скажем. Her profound statement was generated by 20 years of her experience. Many videos on TED are quite profound simply because the speakers have dedicated tens of years or decades on researching what they're talking about. Of a subject or thought, demanding deep study or thought. То есть что-то такое глубокое, что нужно изучить, ну, как бы на поверхности это не понять. Nowadays, Higgs boson is a common topic in science. However, it's a quite profound subject to speak about at a tea party. These ideas are very profound, and I need some time to think it over. Okay? Собственно, все на сегодня. Надеюсь, что эти слова будут вам полезны. Я уверена, что они входят в топ 30% списка в словаре, о котором я вам говорила в прошлом видео, Merriam-Webster, который говорит вам, это топ 10%, топ 20%, топ 30% слов, которые люди используют. Это значит, что вам нужно их знать, вы их будете часто слышать, читать, и вам нужно их использовать в своей речи. Пишите свои комментарии и ответы на вопросы. 3 вопроса сегодня будут звучать такими. Do you agree that changing your ideas about stress will save your life and help you live longer? Второй вопрос. What can you do in order to make your stress your friend? И последний вопрос. Would you, knowing what you know now, take a more stressful job or project? Okay, thank you for your attention and see you next time. See ya. Bye.